Приветствую вас на канале Амазонки. Сегодня я сделаю оригинальный подарок для очень милой девушки. Это будет необычная коробочка со множеством сюрпризов, которые наверняка произведут впечатление на именинницу. Начинаем. Я вырезала красный квадрат со сторонами 23,5 см. Это основа коробочки, но я не буду ничего чертить, а сразу сделаю беговку, по которой и буду вырезать выкройку. Отмеряю по 8 сантиметров со всех сторон. В центре останется расстояние 7,5 сантиметров. Точно так же я поступлю с белым квадратом. Его стороны 21 сантиметр. Отмеряю по 7,5 сантиметров со всех сторон. Для этого отступаю на доске по 5 миллиметров и бегую на 8 сантиметров. И с другой стороны 5 миллиметров и бегую на 22 сантиметра. В середине должно получиться 6 сантиметров. Это будет внутренняя коробочка. Вырезаю все угловые квадраты. Изгибаю каждую сторону. Отрезанные квадратики мне обязательно пригодятся, именно красные. Только сделаю их потом чуть меньше. Вырезаю белую выкройку. Возвращаюсь к 4 красным квадратам и делаю на них тиснение. Готово. Но для моей задумки мне нужно 8 квадратов, поэтому я вырезала еще 4 нужного размера, 6,5 на 7 сантиметров. И также сделала тиснение. Проверяю размер 6,5 на 7 сантиметров и подрезаю 4 первых квадрата до такого же размера. Теперь у меня 8 одинаковых квадратов. Приклеиваю их с двух сторон красной выкройки. Использую клей-момент фирмы Henkel. Он не сразу засыхает, поэтому есть возможность подвигать элементы и разместить максимально ровно. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, если вам нравятся мои работы. Складываю стенки, чтобы убедиться, что все стороны одной высоты. Перехожу к оформлению внутренней коробочки.
Я распечатала на плотной бумаге 4 картинки с поздравлениями, квадратик для донышка и фоновый рисунок. Все детали вырезала. Начинаю наклеивать картинки. Самое важное – проверяю, чтобы картинка не мешала сгибать стенку коробочки. Готово. Теперь делаю декоративные элементы. У меня будут бабочки разных размеров из разной бумаги. Бумага, конечно, тонкая. Из белой делаю 4 ажурные крупные и 4 маленькие бабочки. Из бумаги с принтом еще 12 бабочек. Следующий этап – шоколадки. Наша коробочка будет наполнена не только поздравлениями, но и вкусняшками. Я распечатала нарядные обертки, осталось их вырезать и обклеить шоколадки. Готово. Теперь закрепляю их на стенках коробочки. Я использую скотч, но можно и клей. Внутри шоколадки наклеиваю повыше. Чуть позже объясню, почему это важно. Переворачиваю выкройку и декорирую цветными бабочками наружные стенки. Обязательно сгибаю крылышки, создаю объем. Эта сторона будет самая незаметная, но я не люблю голые стены. И теперь украшаю красную выкройку. Здесь уместнее однотонные бабочки. Важно, чтобы крылышки не выходили за пределы стенок. И теперь можно приклеить внутреннюю коробочку к внешней. Донышко должно быть ровно по центру. Расстояние между внутренней и внешней стенками должно быть не менее толщины шоколадки. Перехожу к главному сюрпризу. Делаю торт.
мне понадобится 2 полоски тонкой белой бумаги 12,5 на 5 сантиметров и 17 на 5 сантиметров, 2 круга 4 и 5,5 сантиметра. У меня уже были шаблоны кружков, но для подарка мне нужно их вырезать из цветной плотной бумаги. Обвожу большой круг и маленький. Маленький обвожу еще и в центре большого, так как мне понадобится сделать кольцо. Вырезаю круги так, чтобы срезать линию карандаша. Из большого делаю кольцо. Здесь наоборот, режу так, чтобы линия карандаша оставалась. На полосках я делаю тиснение. Теперь беговка по 5 миллиметров. Длинную полоску с 2 сторон, короткую только с одной. По краям с беговкой отмеряю по 2 сантиметра. Можно не с самого начала. Затем отмечаю рядом еще примерно по 5 миллиметров. На длинной полоске все так же, только с 2 сторон. Прорезаю отрезки между двойными штрихами. Не обязательно очень точно резать, главное, чтобы оставались промежутки, хотя бы 5 миллиметров между разрезами. И теперь делаю язычки. Итак, у меня подготовлены 2 полоски, 2 кружка. И еще нужно сделать отверстие в донышке. У меня уже был круг на картинке, но можно было его и нарисовать потом. Диаметр 5,5 сантиметров. Вырезаю я его так, чтобы линия оставалась. То есть стараюсь не увеличивать диаметр отверстия. На длинной полоске загибаю язычки в разные стороны. Теперь можно склеивать нижний ярус тортика. На всякий случай вставляю его в донышко, чтобы убедиться, что место склейки не слишком узкое и не слишком широкое. 5 мм вполне достаточно. У нас получился нижний ярус тортика. Смазываем клеем язычки и приклеиваем к донышку. Приклеиваю кольцо нижнего яруса.
Те же действия делаем с верхним ярусом. Основа тортика готова, но мне нужно сделать так, чтобы верхний ярус не проваливался в нижний. Для этого использую атласную ленту 6 мм. Приклеиваю ее примерно в 1 см от края яруса. Делаю 2 оборота, чтобы увеличить толщину. Готово. Так верхний ярус точно не провалится ниже. Этой же лентой украшаю торт еще в 2 местах, но можно уже обклеивать в 1 оборот. Дополню ленточки бантиками. Но сначала приклеиваю тортик к коробочке. Проверяю, что стенки закрываются и им ничего не мешает. Вот тут важно, чтобы шоколадки на внутренних стенках были приклеены высоко и не упирались в широкий нижний ярус. Продолжаю декорировать подарок. Приклеиваю бантики. Добавляю бабочек. Сверху украшу цветком и стразиком. Еще немного акцентов. Итак, стенки и начинка коробочки готовы. Осталось сделать крышку. Квадрат со сторонами 11 сантиметров 8 миллиметров. Бигую со всех сторон по 2 сантиметра.
разрезаю. Очень важно угадать с размером. Если крышка будет слишком широкой, стенки не будут плотно сходиться. Появятся широкие щели. Хотя узкие щели, где-то 1 мм, вполне допустимо. Если крышка окажется меньше, чем нужно, она будет слишком плотно сидеть и не откроется свободно в нужный момент. А значит, не будет достигнут эффект неожиданности в момент раскрытия стенок. Склеиваю крышку. И сразу проверяю на коробочке. Пока клей не высох, можно немного отрегулировать ширину сторон. Все хорошо. Оставляю сохнуть, а пока делаю украшение. Квадрат со сторонами 6,5 см. Делаю теснение. И наклеиваю на крышку. Осталось добавить что-то нарядное. У меня уже была заготовка из ленточек и розы. Добавлю еще немного жемчужинок. И так как внутри у нас присутствует голубой цвет, добавлю его и здесь. Совсем чуть-чуть. Крышка готова. Проверяем, как все должно работать, когда именинница получит подарок. Все открывается, ничего не застревает и не отваливается. И самый главный сюрприз. В такой тортик поместятся и купюры, и что-то вкусное. А может, там будет колечко? Почему нет? Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачных экспериментов!